острая тушеная курица с овощами по-корейски. Очень мною любимое блюдо мы сегодня готовим. Нам потребуется одна целая курица, около 1 килограмма весом, и мы должны будем порезать ее на части. То есть отрезать крылья, ноги и, в общем, нарезаем такими средними объема кусками. И мы должны все это, конечно, хорошо помыть, особенно те части, которые могут содержать остатки каких-то внутренностей. И все это мы загружаем либо в кастрюлю, либо в глубокую сковороду. Мерная посуда у нас сегодня стандартный маленький пластиковый стакан, где-то около 150 мл. И мы заливаем 3 стакана воды. Это блюдо подразумевает наличие бульона, то есть можно сказать такой полусуп. И теперь мы должны все это довести до кипения, но не накрывая это крышкой. За это время мы успеем подготовить с вами необходимый набор овощей. Это такой стандартный набор для этого блюда. 4 средних картофеля, как вы видите, у меня молодой картофель, я буду использовать его вместе с кожурой. И половина моркови. Я очень люблю морковь в этом блюде, она придает такой сладкий вкус. И 1 большая луковица. Лука тоже в этом блюде должно быть много. 1 зеленый или 2 зеленых перца чили и 1 пучок зеленого лука. Картофель мы нарезаем кусками среднего размера. В общем, смысл такой, чтобы все имеющиеся у нас овощи нарезать кусками приблизительно одинаковой величины. И теперь морковь нарезаем кружочками. Варить мы будем тушить будем курицу достаточно долго, так что все успеет провариться. И лук тоже большими кусками. Если лук вы очень, так сказать, сильно не любите, то тогда можете уменьшить его количество. И все эти овощи мы можем сложить вместе. Лук, морковь и картофель, потому что закладывать будем их тоже вместе. Теперь нарезаем зеленый перец чили, тоже достаточно большими кусками. Я решила все-таки 2 перца чили положить, чтобы было поострее. Блюдо это очень острое. И зеленый лук, как вы видите, достаточно много. В это блюдо кладут много зеленого лука. Можно либо просто разрезать стручки напополам, как я люблю, либо нарезать их такими средними кусками. Когда у нас все закипело, мы добавляем сахар. 2 столовые ложки. Даем этому немного покипеть, сахару раствориться, и закладываем сразу картофель, морковь и лук. Готовим мы все это блюдо все время на сильном огне. Заложив овощи, мы закладываем молотый чеснок в объеме 2 столовых ложек. И как только вы почувствуете запах чеснока, то можно сразу заливать соевый соус в объеме чуть больше половины стакана. И варим мы это все на сильном огне. Вода должна все время кипеть. Как только мы залили соевый соус и все опять стало закипать, мы сразу закладываем красный молотый перец в объеме 3 столовых ложек. Если вы не можете сильно остро есть, то уменьшите до 1 столовой ложки. Все это мы в общей сложности кипятим где-то около 20 минут. Я напоминаю, что суп в этом блюде должен остаться бульоном. И когда у нас уже часть воды ушла и стала бульоном, мы закладываем зеленый лук и перец чили. Теперь нам осталось все это довести до готовности. То есть должен провариться у нас картофель, можете проткнуть его ножом и так проверить, и должна у нас протушиться курица. Можете разрезать, например, куриную ногу или крылышко и посмотреть, что там как внутри, протушилось или нет. И, как я и говорила, должен остаться бульон. Или же, если вы не хотите это блюдо с бульоном, то можете выварить его до такого состояния, чтобы это было как соус. После того, как все проварилось, мы все это хорошо перемешиваем, и, собственно говоря, блюдо готово. Можно подавать его к столу.
Блюдо это едят горячим, подают овощи, мясо и наливают бульон. Едят его обычно с рисом, потому что оно острое, и с набором закусок. Как обычно в Корее это подает к столу. Вуаля, блюдо готово. Приятного аппетита! И, как я и говорила, это блюдо одно из моих самых любимых. Точнее сказать, это было первое блюдо корейской кухни, которое я в своей жизни попробовала. Тогда оно для меня было настолько острым, что я буквально плакала, когда его ела. Но оно мне так понравилось, с тех пор я его очень люблю, и минимум раз или два в месяц я его готовлю. Я люблю его есть именно, готовить именно с суповой частью, чтобы есть бульончик как суп. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!